Меня зовут Рой, и есть всего две вещи, которые остаются неизменными. Я курю по любому поводу и всегда улыбаюсь. В любую погоду, в любом месте, при любых обстоятельствах. Однажды я фотографировался для паспорта и слишком разнервничался. У меня все было предусмотрено. Дома лежала огромная заначка с сигаретами. С собой я всегда носил чрезвычайную пачку. Она лежала прямо под сердцем. И да, курил я только их. Viceroy, Red Blue. Пока я курил их, в голове у меня играла одна и та же песня. Порочный Рой всегда со мной. Порочный Рой, рано с утреца, пускай лучи солнца, и открываю глаза. Единственным препятствием в этой безмятежной жизни была она, моя соседка по квартире. Ее звали Revenge. Она ненавидела запах сигарет, и у нее было мега чуткое обоняние. Revenge затаила на меня обиду из-за случая, который произошел очень давно. Я как-то курил на балконе и случайно уронил пепел в ее любимый цветок. Несмотря на то, что я пытался замести следы, она все разнюхала. Еще она была очень религиозной. На ее двери висели иконы, и каждый раз, когда она читала мне нотации, она называла меня «Порочный Рой, порочный Рой». Но после этих слов я ее уже не слышал. Порочный Рой, за дурака меня не держи. Ты мой пульс притормози. Все ведь круто на мази. Вот такая у меня простая жизнь. И такой бы она и оставалась, если бы один день не разрушил я. Это утро началось не самым обычным образом. Порочный Рой. Звонили из больницы и позвали меня за результатами обследования, которое я недавно проходил. Я пришел к доктору, он сказал, обследование выявило у вас рак легких. Мне очень жаль. Держитесь. Я закурил. Я спешил на встречу со своей девушкой. Ее звали Фиона. Она любила собирать окурки, а я очень любил ее. По пути мне позвонили из полиции. Порочный Рой. И сказали, что мой отец умер вчера. Из-за того, что уснул с сигаретой в руке и возник пожар. Я закурил. Фиона сказала, что бросает меня, потому что ей нужно разнообразие. А я курил только их. Я закурил. Порочный Рой. День идет на убыль. Я иду за угол. Сиги все профукал. Возвращаясь домой, я наступил в лужу. Давно я так много не курил. Что? Где моя чрезвычайная пачка? Я побежал домой. Но мои легкие все-таки хотели идти пешком. Я мечтал вернуться домой и закурить. Ведь Revenge наконец-то съехала в новую квартиру. А это значило, что я могу теперь курить сколько и где хочу. Я заглянул в свой чемодан с заначкой. Но он был пуст. Кажется, я что-то потерял. И это были не только сигареты. Я обыскал каждый уголок своей квартиры, но в ней не было ни одной сигареты.
Оставалось лишь одно место. Дверь была заперта. Но под ней я кое-что нашел. И в моей голове сложилась ясная картина. Я выбежал на улицу. Бегал до всех магазинов. У некоторых магазинов буквально исчезали двери. Как будто на меня наложили проклятие. Потом я увидел ее. Я спрашивал у прохожих. Встретил своего давнего знакомого, с которым мы вместе в школе пропускали по сигаретке. Но он сказал: я больше не курю. Хотя... Может, кокаин? Я подумал, что мой лучший друг, который всегда меня выручал, сможет подкинуть мне сигарету. Я рванул к нему через полгорода. По пути я находил пачки, но все они были пустыми. Было уже раннее утро, когда я очутился у него во дворе. И будто чудо! У его дома я увидел ее. Но это было не чудо, а мираж. Я звонил в домофон, но мой товарищ не брал трубку. Потом я узнал, что, по иронии судьбы, у него в это время была ссора с его девушкой по поводу сигарет. Кажется, я потерял любую надежду и обратился к Богу. «Где моя сигарета?» – закричал я. И тут, из ниоткуда, появилась она. И летела она прямо ко мне в... Вы могли бы подумать, что я выжил, поскольку я рассказываю вам эту историю. Но сейчас я где-то там. Я стал сигаретным богом. Есть сигарета. И теперь помогаю каждому бедняге, нуждающемуся в сигарете. Что-то не так? Да... Все отлично. Что касается моей соседки, она не смогла вынести тот грех, что совершила. Но сейчас с ней все хорошо. На самом деле, здесь не так уж и плохо. Здесь всегда можно курить, и здесь всегда звучит одна и та же песня.